Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Трикотаж. С вами, как всегда, замечательные Эля, Дина, Ева, наша замечательная Анна и я. Да, конечно, я знаю, в последнее время мы немножко подзадержались с выпуском видео, но в силу, так сказать, жизненных обстоятельств, которые у нас произошли, и хорошие, и не очень хорошие, вот, то возможности выпускать видосы у нас просто не было физически. Но, надеюсь, на этот раз мы уже точно с вами вклиниваемся в русло второго сезона, так нами обещанного в прошлом ролике, и регулярность видео теперь не будет вставать под вопросом. Я очень на это надеюсь. Вот, но мы немножко отвлеклись. Сегодня мы с вами посмотрим на доставку из такого места, как Lucky Potato. Что такое Lucky Potato? Почему-то в последнее время в Болгарии стали популярны заведения, которые подают картошку. Да, это звучит, насколько бы это странно не звучало, но насколько я знаю, в России есть вот такая вот сеть, которая называется крошка-картошка или какая-то еще дичь, вот эта вот хрень, когда тебе подают полностью картошку, в которую напихнуто непонятно вообще что, ну типа хрючево на максималках какое-то. И вот, видимо, в связи с тем, что в последнее время здесь как бы наплыв приезжих, скажем так, вот, и здесь начали открываться подобные заведения, что здесь, что в Варне, что в других городах Болгарии. Вот эти вот заведения, в которых тебе подают типа огромную картошку, в которой напихано всего-всего-всего, стали здесь просто невозможно популярны. Ну и, естественно, мы не могли пройти мимо них. Заказали мы с вами, в принципе, не так и много позиций сегодня, всего 5 позиций. 3 из них это картошки, картошка с курицей, свининой и говядиной. Я был сегодня максимально оригинальным, когда заказывал. И уж потом в конце, когда я уже сделал заказ, я увидел, что там была картошка, которая называется бургер потейто. Ну, это уже мы посмотрим, скорее всего, из следующего места, в котором мы будем заказывать картошку. Конечно же, если вам этот ролик зайдет, вот, а он вам обязательно зайдет, так что ставьте лайк. Да, заказали мы тортилью с говядиной, у них есть тортилья, и салат. Также у них в ассортименте очень-очень много вафель. Я не знаю, почему у них много вафель, но вафли мы сегодня не заказали, потому что уже 9 вечера, а как известно, в 9 вечера сладкое на ночь не сильно-то и полезно. Впрочем, картошка с говядиной, курицей и свининой тоже не входит в категорию полезности вечера. Вот, но и тем не менее. Вот, в общем, спасибо всем, кто продолжал все эти 2 недели смотреть наши видео. Спасибо всем, кто подписывался. Спасибо всем, кто ставил лайки, писал комментарии. Нам очень приятно за вашу поддержку. И смотрим, что нам привезли из заведения Lucky Potato. Счастливая картошка. И вот таким вот магическим образом Эля испаряется из кадра через один неудавшийся дубль. А мы смотрим с вами на 2 пакета. Что нам привезли на 43 евро? На 43 евро мы получаем 2 вот таких вот напиханных полностью пакета. И прошу заметить, нам на 40 евро привезли салфетки. Сколько? 2. Ну, в принципе, это на 2 больше, чем обычно, но все еще, конечно, недостаточно. Салат, который выглядит, кстати, ну, ладно, к этому мы вернемся. Тортилья. Вот. И вот такие вот 3 огромных коробки. Здесь нам приложили 1 кусочек подарочной вафли, так что бонусным этапом, скажем так, в конце мы с вами посмотрим, какие вафли они делают и что они из себя представляют. И, собственно, брошюрка. Зачем мне брошюрка? Я у вас уже заказал. Что мне еще с этим делать? Причем брошюра напечатана на такой какой-то странной бумаге. При покупке картошки напиток в подарок. Что-то я не вижу своих напитков в подарок, между прочим. А, это типа следующий, то есть немножко. Ну ладно, да. Хотелось бы. В общем, вот здесь вот такие вот 3 контейнера, просто набитые доверху всем, чем только можно. По поводу комплектации: 2 салфетки, 0 вилочек, 0 ножичков, 0 всего. Как обычно, нас не чествуют ничем, то есть нам ничего не нужно, у нас все должно быть свое.
Поэтому сейчас мы переходим к первому... Да, кстати. Что ж это я? Ни одна из коробочек не подписана. Так, первое, на что мы с вами посмотрим сегодня, будет называться такая позиция, как Polo Potato. 650 грамм, практически 9 евро, 8,92. То есть 9 евро за 600 грамм картошки. В составе у нас курица, барбекю соус, сметана, чеддер, моцарелла и лучок. Вот. Смотрим на то, как вот это у нас все выглядит. Если получится открыть это все легко и просто. Оно не открывается. Почему ты не открываешься? Нет, ну серьезно. Борьба с судочком. Да. Вот. 670 грамм с коробкой. Ну, типа, можно сказать, что это, в принципе, довес, но учитывая то, что, судя по внешнему виду, половину этой коробки занимает картошка, то было бы очень странно, что оно бы было не довешено. То есть довешивать порции как бы рисом, макаронами, картошкой или каким-нибудь огурцом, куском, который можно впихнуть туда, это всегда мы любим. В общем, что мы видим внутри? Внутри мы видим картошку, которая похожа на картошку, удивительно, да? Как будто здесь внутри есть... Она, получается, не раздроблена. То есть микроскопическое количество курицы. То есть курицы здесь, ну, вообще практически нет. Да, ёпта, здесь курицы-то грамм 100, может быть, наберется. Это в лучшем случае 100, потому что она вместе с соусом, вместе с лучком. Написано, что здесь есть чеддер и моцарелла, ну, не знаю. Какой-то сырочек есть, но похоже, белый, похожий на моцареллу. Написано, что здесь есть сметана, сметаны я здесь не вижу. Ну, типа 9 евро за вот такую вот порцию хрючева, 670 грамм. Пахнет все солеными огурцами и сыром. Пробуем. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но если вы там у себя в своих Палестинах, так сказать, едите вот это вот и вот эти вот клубни картошки, вы считаете за какую-то еду, и вот это вот типа подается у вас там, и вот это вот заведение, которое там типа крошка картошка или как оно там называется, и вы вот это едите, мне вас искренне жаль, потому что это просто картошка, в которой выскребли все содержимое, ну, возможно, даже не выскребли. Она приготовлена вкусно, да, это прекрасный мягкий клубень картошки, но это просто картошка с каким-то мяском, с барбекю соусом, огурчиками, лучком. Ну, типа, сырочек. Да, это сытно. Конечно, бесспорно. Если вы съедите эту порцию, вы найдитесь конкретно. Но типа 9 евро вот за это. Ну, не знаю. В Subway, например, стоит большой сэндвич, вот этот вот совсем какой-нибудь там, да, который вот по локоть будет вам. Он стоит 10 евро. То есть 9 евро. И им вы наедитесь, мне кажется, гораздо вкуснее. И там будет какая-то и зелень, и салатик, и что-нибудь еще, и мяско, и... Ну, а здесь просто картошка, мясо и лук. И типа, и что мне с этим делать дальше? Как говорится, что мне с этой информацией делать дальше? Ну, типа, вкусно это, но это съедобно. Вот я могу это охарактеризовать так. Стоит ли это своих денег? Нет, это своих денег не стоит. Короче, счастливая картошка. Если вы смотрите этот ролик, я оставлю его ссылкой на в комментариях на Takeaway и тому подобное, то уж не простите меня, потому что я не знаю, что это. Два абсолютно одинаковых контейнера, в которых мясо выглядит абсолютно одинаково. Непонятно вообще ни в каком ни свинина, ни в каком ни говядина. Серьезно, вы берете по 9 евро за одну картошину, и у вас опять нет маркера. Да ну ёпта, ну когда это прекратится? Когда это прекратится? Я не понимаю. 626 грамм, еще и недовес. Ну и вообще, короче, знаете, что вот делайте, что хотите с этой информацией. Я не знаю, что вам дальше еще сказать. Я сегодня днем ел прекрасный гирос, который обошелся мне в 5 евро, который был великолепный по вкусу. Мне еще туда добавили горчички сверху. Оказывается, в гиросе прям ничего так сладкая горчица.
сочетается с его содержимым, но мы отвлеклись. Что это такое? По виду я бы сказал, что это свинина. А если это свинина, то это Devil Potato. Тоже 9 евро она стоит, цена на всю картошку по 9 евро. Здесь должна быть свинина, здесь должен быть грейви. Грейви — это, если вы не знаете, такая вот мясная подлива, которую в Северной Америке просто заливают все подряд на любой там автостанции, на любом фастфуде. Просто этот грейви вам льют просто в рот вместе с колой, вместе с кофе, вместе с чаем, вместе с утром, вместе с блинами, совсем подряд. То есть, если вы не знаете, что такое грейви, то это будет сложно для вас объяснить. В общем, следов грейви, конечно же, здесь не наблюдается абсолютно никакого. Это все та же картошка, все то же содержимое, просто разница лишь в том, что здесь мясо без какого-либо барбекю соуса или вообще какого-либо другого соуса, потому что здесь даже никаких следов подливы нет. Пахнет это все как свинина, то есть по запаху и по текстуре я бы смело предположил, что это свинина. Пробуем. Это просто отвратительно. Я это не буду доедать, я это просто выкину, просто в мусор, просто я это направлю. Сейчас это весь контейнер целиком и полностью. Это самая отвратная свинина, которую я вообще ел в своей жизни. Это не просто мерзость, это просто грязь. Это просто как будто это свинина, я не знаю, или переготовленная, или залежавшаяся. Это невозможно. У нее вот этот вот привкус. Она не соленая, она не перченая, она вообще абсолютно безвкусная. Это просто какой-то кусок свинины, который, думаете, это pulled pork, его там поливали в духовке, томили? Да нет, это просто отваренная там несколько десятков часов, возможно, просто в кастрюле с водой свинина, которую забыли посолить, поперчить, добавить туда хотя бы перца горошком, для того, чтобы у нее был хоть какой-то вкус. Это просто мерзко. И вот это вот сочетание вот этой вот вареной свинины, которая не пресная, абсолютно пресная, это вот максимально как будто диетическое блюдо пытались сделать со свинины. С этой картошкой создает во рту такое отвратительное, просто невероятное. Вот хочется болевать, вот от этого хочется болевать. Вот у меня нет другого просто объяснения этому всему. Самое отвратное пока что я вообще ел, наверное, даже те суши, которые мы заказывали, мерзкие, вот они были вкуснее, чем вот это. Что это такое? Это бред. Это даже это не то, что доедать, это кому-то давать пробовать не хочется. Даже Аня сидит за кадром, я не хочу, чтобы она это пробовала, потому что это отвратительно. Нет, 9 евро, нет, пожалуйста, верните мне деньги назад. У нас осталась еще одна картошка и там говядина. Посмотрим на говядину. Нет, подождите, я не договорил. Оказывается, в половине этого блюда вот мне попался кусочек свинины. Но во второй половине этого блюда почему-то курица. А как? Вы мне скажите, пожалуйста, вот это четко видно, вот это вот куриное, вот кусок курицы. Пахнет, тоже это простая отварная курица. Я заказывал всего одно блюдо. Да, и Ане попался еще кусочек кожи, когда она решила попробовать. Я вообще не понимаю, что это за картошка. Вообще, мы не заказывали ничего с курицей. С курицей у нас должна была быть одна позиция, у которой был барбекю соус. Вот эта позиция, она не подписана. Впрочем, ничего не подписано. Впрочем, неужели так сложно было вообще хоть что-то сделать в этой жизни? Подписать хоть один контейнер. Я ставлю этому заведению 0 из 10. Я ставлю этому блюду 0 из 10. Конечно, мы еще не доели до конца. Возможно, следующие позиции меня удивят. И я такой скажу, типа, я меняю свою позицию. Но нет, на данном этапе это просто отвратная хрень. Это просто отвратительная дичь, которую я не хочу даже есть. Я хочу вернуть за это деньги. Дальше мы с вами вот так вот плавно, без склеек, без ничего, переходим к следующей позиции, которая у нас последняя. Называется Taro Potato. Taro Potato. Да, там еще и недовес. Вместо 650 там 620. То есть у них нет картошки меньше 650 грамм. Пожалуйста, пожалуйста. Здесь 650, но 650 ровно с контейнером. Что это за картошка? Я не знаю, что это за картошка, потому что у них не написано, что это за картошка. Точнее, на этой картошке не написано, что это за картошка. Больше слова картошка в слове картошка. Это должна быть говядина.
Внутри мы все так же видим вот эту вот картофельную массу. Вот здесь уже похоже на свинину. Вот здесь уже, да. Вот здесь свинина. Нам просто, получается, не привезли говядину, заменили говядину на курицу, и никто у нас не поинтересовался, а подходит ли нам такое? Вот это вот свинина 100%. Это прям выглядит как свинина. А там, я не знаю, ну, поначалу мне попался там прям кусок свинины, это однозначно, потому что вот кусок, который я ел, вот он выглядел вот точно вот так же, как вот это то, что я держу в руках. А Ане попалась курица в той картошке. И что мы ели? Что это такое за сборная солянка? Кто его знает. Здесь есть, в отличие от всех предыдущих позиций, красный лучок. Красный лучок, мясо, картошка. Содержимое у них у всех позиций идентично. Это картошка, моцарелла, чеддер, лук, сметана. И дальше отличаются лишь два ингредиента. Это какой-либо соус в картошке и мясная начинка. То есть это единственные два различных ингредиента из всех, которые вы можете заказать. Пробуем? Ну это мразь, ну это просто мразь, это просто отвратительная мразота. Это опять вареное мясо. Оно не запеченное, не растомленное, не с подливкой, не соленое, не перченое. Это, ну типа... Вот первое блюдо с курицей, оно оказалось самым вкусным. А знаете почему? Потому что оно было залито просто сверху барбекю соусом до отвала. Просто вот оно плавало в барбекю соусе. И за счет этого вот эти все недостатки вареной курицы, они просто скрывались. Это не запеченное, это не томленое мясо, это ничего, оно просто отварено без единой специи, И вы скажете, ну здесь же столько всего, сырочек, лучок, морковочка, какая морковочка, лучок, огурчики, вот солененькие, типа, ну, оно же должно как-то вытягивать. Нет, ничего из этого ничего не вытягивает. Это просто невероятно пресная свинина, которую хочется... Я не знаю, что мне с этим делать. Я заказал на 40 евро, и теперь из этого всего я съем, знаете, что, ну, наверное, у меня еще две позиции. Я подозреваю, что салат, возможно, будет норм, и, возможно, будет норм вафля. Но мы еще к этому сейчас дойдем. И типа вот что это? Это местное называется счастливая картошка. Вот если бы я такую картошку заказал себе в обед, я был, наверное, не то что счастливым, я бы был просто, я бы вернулся на работу с таким пожаром в районе своей задницы, что всем бы мало показалось. Короче, я не знаю, это отвратно, это мерзко, это худшая картошка, которую я ел с чем-то, даже какая-то столовская пюрешка с деревянной картошкой, загущенной крахмалом, будет в 1000 раз вкуснее с котлетой, которая на 90% состоит из хлеба, чем вот это. Это просто отвратительно, это невозможно есть. Тортилья. 8 евро. 8 евро мы получаем вот такую вот коробочку. Ну, конечно, для тортильи, естественно, зачем? Ну, указывать вес для нее. Не. Указывать вес, конечно же, никто не собирается, потому что это тортилья, и это не место называется не счастливая тортилья, а просто счастливая картошка. А тортильи уже поскоку. Тортилья весит 306 грамм вместе с вот такой вот небольшой порцией картошечки. Сейчас мы возьмем, достанем тортилью и взвесим ее отдельно. Сколько же весит тортилья отдельно? Тортилья, при том, что она поджарена с обоих сторон, просто ледяная. Просто, возможно, мне понадобится на следующие разы термометр, потому что, ну, вот это просто кусок льда, который непонятно готовили или не готовили, или что с ним делали. 209 грамм весит непосредственно сама тортилья. Сейчас я раздобуду нож и вилку. И вот так вот, точнее, я хотел сказать, тарелку. И мы посмотрим на содержимое вот этой вот 200-граммовой тортильи. Внутри нас с вами встречает... Говядина. Ага. Дина. Это все та же вот... Это не говядина. Ну, это 100% не говядина, потому что это даже по цвету не похоже. Внутри нас встречает зеленушка. Думаете, там есть хоть какой-то соус? Ага, никакого соуса там по виду нет. Выглядит это все сухо, как будто это только что побывало в пустыне Сахаре. И мы видим салат.
зеленый какой-то там огурчики. Что там еще указано у них в составе? В принципе, говядина, соус, салат, огурец, лук и помидор. Из этого всего я не вижу соуса и лука. Но лук, возможно, зеленый попадается здесь отдельно. Пробуем. Я, конечно, не ручаюсь до конца. Вот мы развернули вот эту вот лепешку. Вы сейчас видите перед собой картинку, как это все выглядит внутри. И что вы думаете? Ага, вилку у меня тут украли. Что вы видите, что вы думаете? Внутри есть помидоры? Да нет, конечно, помидоры класть. Я попрошу. 1 ноября. Уже дороговато, мой друг, помидоры. Что вы думаете, говядина? Ну, не знаю. Возможно, говядина. Даже если это говядина. Даже если это свинина. Ну, возможно, да, это говядина. По вкусу такой чуть-чуть отдает. Вопрос, почему в картошке тогда у нас не говядина, я не знаю. Отварная, сухая. Вот это вот то же самое. Основа у всего одна и та же. Просто стандартный набор ингредиентов. Единственная разница лишь в том, что здесь она завернута в тортилью. Да, здесь есть даже какие-то следы соуса, даже какой-то там вот что-то такое сладковатое есть. Но вот это вот мясо отварное, ну елки-палки. Вот эта вот картошка, у вас называется место «Счастливая картошка». Вот эта картошка приносит счастье. Вот эта картошка приносит счастье, картошка, на которую вы зажали просто 2 грамма соли. Она должна принести мне счастье, да она мне приносит боль. Все, что я чувствую, это боль и страдания от того, что я за это заплатил сейчас деньги. И от того, что я думал, что у нас будет что поесть вечером, и она еще останется. Потому что порции, типа, смотрю, большие порции, картошка, конечно. Ну, я же разогрею потом. Почему бы и нет? Буду ли я это доедать? Нет, конечно. Это, я не знаю, что с этим надо сделать. Возможно, я это потом пережарю с какими-то соусами, для того, чтобы это убрало какой-то свой мерзотный этот вкус. Пресная, невыразительная, малявкая картошка. 200-граммовая тортилья за 8 евро. Я вам клянусь, вот я сегодня ел гирос за 10 лев, это за 5 евро. Он был просто великолепный. Я им так наелся, там он был такой сочный. Он мне еще так положил туда этого цацики столько сюда внутри. Картошки напхал больше, он мне в гирос мой в обед за 5 евро положил больше картошки, чем здесь. Вот в этой коробке. Да, серьезно, ну что за бред? И там и соусец, и зеленушка, и прям вот, ну, я ел такой, о, мне так было вкусно, и вот сейчас вечером я получаю вот это, я ем такой, о боже, как это больно. О, салат. И последняя у нас традиционная рубрика «Салатный патруль». И сегодня в нашей постоянной рубрике свежий салат с гранатовым соком. Вот эта вот небольшая вот коробочка, 250 грамм за 6,60 евро. Я даже боюсь дышать, потому что в этой коробке 172 грамма. 172 грамма. Это 80 грамм недовесов на салате. На салате. 80 грамм на салате недовесить. Ну, вы что? Вы что, троллите меня? Алло. Lucky potato. Счастливая картошка или удачливая картошка? Или просто картошка, с которой мне сегодня не повезло. На четверолистном клевере мне выпала не та картошка сегодня. Я не помню, сфоткал я это, не сфоткал. Вот, короче, вот я пока это открыл. Вот так это все выглядит, вот столько это все весит. 170 грамм салата за 6 евро, точнее, за 6,5 евро. Да это что за бред? Не знаю, но это больше, чем... Короче. В общем, внутри мы видим с вами листья салата. Давайте я вам прочитаю состав. Микс зелени, моцарелла, sun-dried tomatoes, как это на русском будет, вяленые томаты, да. Микс семечек, гранатовый сок. О, да. Я вижу микс зелени, куски моцареллы какой-то есть, да, в принципе, справедливо. Томаты есть, да. Микс семечек, это, в принципе, кунжута, обычные семечки, тыквенных семечек. Ну вот, ладно, есть тыквенные семечки. Прошу прощения, микс семечек считается засчитанным. Сейчас мы это все с вами немножко перемешаем. Гранатовый сок, если он здесь, ну не знаю, это все покрыто чем-то таким жиденьким, но возможно быть это просто масло от томата.
Пахнет ли это гранатом? Не знаю, не чувствую. Давайте вот так вот я уже прям с сыром наколю, попробую. Lucky Potato, вы как бы троллите меня или что? Или сегодня какой-то день приколов? Или что? Ну, во-первых, 80 грамм недовес. Я так понимаю, эти 80 грамм это был гранатовый сок? Потому что гранатового сока здесь как такового нет. А даже если он и здесь и есть, то вот эти вот вяленые томаты своим вкусом полностью забивают все остальное. И его здесь не чувствуется. И вообще, как? Что такое гранатовый сок в салате? Ну серьезно, ну это как вообще? Просто вы хотели залить этот сок салатом, налить мне 80 грамм сока сюда, и вы просто это забыли? Да, ну типа, ну чё, ну хорошо, возможно, здесь есть какие-то капли гранатового сиропа, которого здесь вообще не видно. Но типа вот, не, здесь видно какие-то, вот что это такое? Ну это вот похоже на какой-то сироп, которого здесь просто 1-1,5 капли. Во-первых, он что-то такой концентрированный. Его надо бы, конечно, в какую-то заправку или что-то такое. Но в самом салате его просто не чувствуется. 6 евро за 170 грамм салата. Ну это капец. Ну это... Почему так? Почему так? Почему так? За что так? За что? За что? Почему? Все так хорошо начиналось, все так хорошо было в начале. Я был полон оптимизма и всего остального. И вот бонусный раунд нам еще привезли какую-то сладкую вафлю. Я вначале говорил, что они еще занимаются производством вафель. Мне хочется... Ага, это бесплатно. За бесплатно и типа надо терпеть, да? Да. Вот, короче, вот такая вот вафля с каким-то типа топленым шоколадом. Я не знаю. Я забыл вам это сфотографировать. Это, вы знаете, я думаю, надо переименовываться в Lucky Вафля. Вот так вот она выглядит. А это вкусная вафля. Да, вкусная вафля с шоколадиком. Не знаю, почему они там продают их у себя в меню. Но это вкусно. Почему счастливая картошка, которую вот сейчас это все отправится в помойку, я не знаю. Почему счастливая вафля? Это вкусная, приятная, мягенькая вафля. Свеженькая такая. Это прям мне хочется вот так вот сделать. И вот так вот, это прям вкусненько, мягенько, нежненько. Вот этот вот шоколад подходит сюда идеально. Ну, в остальном. Худшее заведение, в котором я вообще только ел. Ужасные, отвратительные блюда. Ужасный, отвратительный состав. Ничего не подписано. В одной картошке недовес, в одной картошке какая-то курица вместо свинины, в одной картошке либо свинина, либо говядина, по вкусу не разобрать. Мясо ужасное, мясо отвратительнейшее, просто худшая еда из всех, которые я ел, наверное, ну, за последние пару месяцев, наверное, точно. Сасагури суши-бар, да Сасагури суши-бар это просто короли вкуса по сравнению с этой счастливой картошкой. Отвратительно. Не тратьте на это свои деньги и просто забудьте про это место. Все, его не было, этого обзора не было, этого обзора не существовало. Да, лучше съесть на заправке хот-дог. Вы были на канале Трикотаж, с вами был сгоревший я, сонные Эля, Дина и Ева. Наша замечательная Анна, которая за кадром здесь смеялась с моей реакцией на эти все блюда. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В следующий раз, я надеюсь, мы закажем что-то вкуснее, а вы тем временем заказывайте из вкусных мест. И пока-пока.